Этот телефон защищен надежным пин-кодом, подобрать его брутфорсом невозможно. А система безопасности Android на 100% уверена, что все зашифровано, и извлечь валидные ключи с памяти попросту невозможно. Но что если бы у нас был какой-то, другой способ, иной способ его разблокировать? И в этом видео я как раз разберу уязвимость, которая преследовала пользователей Android на протяжении нескольких поколений операционной системы. Это история, когда из-за одной сим-карты и одной некорректной строчки кода можно было обходить безопасность корпорации стоимостью в триллионы долларов. Это ошибка, из-за которую Google, не раздумывая, выплатила 70 тысяч долларов в рамках программы Bug Bounty. Знакомьтесь, это Дэвид Шутц. Он исследователь по кибербезопасности. В один из дней у него разрядился его основной телефон. Pixel 5. У меня, конечно же, тоже есть этот Pixel 5 Pro, но я его не смогу откатить к предыдущей версии прошивки, где была эта уязвимость из-за ARB. Так что поэтому для демонстрации этой уязвимости я буду использовать этот божественный Meadvalite на версии кастомной прошивки Lineage OS, которой он уязвим. Но про это давайте вообще поговорим позже. Так вот, Дэвид, вернувшись домой, поставил свой Pixel 5 на зарядку и внезапно понял, что он забыл пин-код от своей сим-карты. После 3 неудачных попыток подобрать пин-код, его сим-карта была, конечно же, заблокирована. Телефон стал требовать ПУ-код для того, чтобы подтвердить его личность, и сбросить этот, черт побери, вот этот пин-код. ПУ-код зачастую пишется на какой-то говнопластмасске в пакете с тарифным планом. Поэтому Дэвиду нужно было в каких-то глубоких ебенях найти вот это говно и просто, ввести этот ПУ-код. И представьте, в каком он был афиге, когда после ввода ПУ-кода произошло вот это. Пиздец. Да, именно это и произошло. Телефон попросту проигнорировал установленный пин-код блокировки экрана и позволил ему попасть прямиком в систему. Он не поверил своим глазам и попробовал воспроизвести это с другими сим-картами. И, к несчастью, его страхи подтвердились. Любой, у кого было физическое его устройство, мог его разблокировать и извлечь все фотки, фотографии, пароли и другие данные с устройства. Это была настоящая уязвимость, которая подрывала безопасность миллиарду пользователей по всему миру. И, возможно, он был не один, кто об этом знал. И, вероятно, прямо сейчас эта уязвимость эксплуатируется в дикой природе. Но постойте, у вас, наверное, сейчас возник резонный вопрос. Диабло, чё ты несешь? Дэвиду просто повезло, что он нашел конвертик с пук-кодом. А вот если я потеряю свой телефон, у вора ж не будет пук-кода. А если я вообще на симку не ставлю пин-код, значит я в безопасности? А вот нихуя вы не в безопасности, нихуя, это самая большая ошибка. Смотрите внимательно, в чем суть уязвимости. Android, как мы знаем, не проверяет, соответствует ли пук-код той симки, которая стояла в телефоне изначально. Если симка в телефоне физическая, то телефону вообще плевать, чья это симка. Телефону только важен сам факт ввода пук-кода к той симке, для которой этот пук-код и предназначался. То есть алгоритм взлома выглядит до идиотизма простым. Так, ребятки, представим, что я злоумышленник. У меня есть ваш заблокированный телефон. Вот он, заблокирован. Я не знаю от него никакого пин-кода. Вот, неверный пин-код. И для того, чтобы его разблокировать, мне не нужно знать ни ваш пин-код, ни ваши сим-карты. Здесь если посмотреть, вообще сим-карты никакой нету. Но можно сбегать просто в какой-то, не знаю, любой магаз и купить любую сим-карту. Главное, чтобы она была рабочая. Была вот эта пластмасска. Любой тарифный план купить, и все. Я тут изолентой замотал, чтобы номер не палить, но в принципе вообще рандомную сим-карту взять. Давайте ее вставим в телефон. Использую иголочку как скрепку. Есть. И вставляем сюда сим-карточку. Вообще в любой слот не имеет значения. Оп. Я в первый вставлю. Оп. Есть. Теперь у нас просит пин-код сим-карты. Давайте подключу этот телефон к компьютеру. Потому что у меня тут заранее уже была включена отладка по USB, чтобы показать вам логи, что вообще происходит. Давайте вам логкат запущу. Можем видеть, что у нас определился Yes. Вот сим-карта наша.
И вот career name у нас только экстренные вызовы. То есть, да, нам надо ввести пин-код. Вот мы можем видеть выше, что у нас sim state changed state to locket, то есть в locket оно у нас определилось. Изначально было not ready, был не готов. После этого у нас определилась симка и казалось, что на ней есть пин-код, поэтому у нас она залочилась. Ладно. Дальше, чтобы нам взломать этот телефон, достаточно просто заблокировать эту симку. Ввести просто 3 раза неправильный пин-код. Раз неправильный пин-код, 2 неправильный пин-код, 3 неправильный пин-код. Хоба! У нас сразу полетели логи. Где-то вверху у нас изменилось состояние. Вот у нас, короче, самое главное, что у нас теперь он просит 10 попыток на введение пук-кода. Это самое главное. Нам надо просто ввести этот сраный пук-код. Давайте я его введу. 077 819 94. Так, теперь от нас он требует ввести новый пин-код. Пусть это у нас будет 4 единицы. Все, мы попали на рабочий стол. Ну, то есть у нас вообще фуловый доступ сейчас есть к устройству. Вот ему в настройки зайти. Вот для разработчиков могу зайти. Вот что угодно я могу делать. Вот, пожалуйста, телефонная книжка. Вот, не знаю, вот камера. Вот что угодно могу делать. И вот тут происходит какая-то магия. Android какой-то хрена пропускает пин-код блокировки экрана. Фью. И просто пускает меня дальше. Вплоть до настроек. Но как? Ну, почему это у нас произошло? Давайте все-таки посмотрим. Нас интересует промотать. Вот где у нас изменился состояние кейгварда. Вот. У нас есть функция report, вызвала функцию телефон report sim unlocked. Нам надо начать с этого. Это означает, что, телефону репортнуло, что сим-карта была анблокнута. То есть это у нас сработало. После этого, конечно же, у нас изменилось состояние сим-карты. Вот handle sim state change. После этого у нас типа ready, все хорошо, да, сим-карта разблокирована. И она анблокнула, короче, анблокнулась. После этого, если мы зайдем, ниже посмотрим, у нас он закрыл слой keyguard. Про что мы будем говорить дальше? Она установила на false. Сейчас я вам просто скажу, что keyguard это слой на телефоне, который отвечает именно за пин-код, где у нас вводится пин-код телефона. Так что он просто у нас этот экран закрыл. Но потом телефон одумывается и понимает, что все-таки у нас есть пин-код. И он требуется. Поэтому у нас он назад стартует keyguard, да. Индусский код, конечно, поражает. И он у нас опять устанавливается в true. То есть опять показывается пин-код. Но если мы промотаем чуть ниже, мы увидим, что у нас какого-то хрена он снова устанавливается false. Хотя я не вводил никакой пин-код. Он не должен был устанавливаться назад в false. Почему это произошло? Чтобы это понять, нам нужно понять, как Android управляет окнами. И как обрабатывает пин-код блокировки экрана и пук-код самой сим-карты. Представьте, что все, что находится на экране, это не одна картинка, это не одно приложение, это стопка из слоев. В Android за это отвечает за вот эти стопку слоев сервис под названием Windows Manager. У каждого слоя есть свой приоритет. По-умному, как, наверное, если вы знаете CSS, это называется Z-Order. В самом низу у нас лежит System UI. Это ваш рабочий стол и приложение. На слой выше у вас находится keyguard Security Stack. Это диспетчер безопасности, который управляет всеми методами идентификации в системе. И только на самом верхнем слое у нас находятся экстренные окна и системные оверлеи. Например, тот же ввод пук-кода. Да, он входит в эту дверь, самый верхний слой. Именно у этих экстренных окон самый наивысший приоритет над всеми предыдущими слоями. В архитектуре Android они спроектированы таким образом, чтобы перекрывать основной экран блокировки. Это необходимо для того, чтобы критические функции, например, разблокировка сим-карты или там вызов экстренных служб, 911, да, были доступны пользователю мгновенно, не дожидаясь того, что он введет пин-код блокировки экрана. Как вы, наверное, уже могли догадаться, случилось самое страшное и дерьмовое. В архитектуре Android была заложена критическая ошибка логики. Когда вы успешно вводите пук-код, система вызывает метод dismiss. В нормальной ситуации этот метод должен понимать, какой слой ему нужно закрыть. Если закрыли слой с вводом пук-кода, нужно показать слой с кейгуардом. Если закрыли слой с кейгуардом, нужно показать рабочий стол. Все понятно.
Но в данном случае у метода dismiss был указан первый аргумент как true. Если передать в этот метод первым аргументом true, то это будет означать, что пользователь был подтвержден и авторизация пройдена. Но опять же, погодите. Если dismiss же был вызван на самом верхнем слое, то какого хрена закрылся вообще KeyGuard, который находится посередине? Как это произошло? И тут все просто. У нас случился так называемый race condition, состояние гонки. Race condition или состояние гонки — это ситуация, при которой два потока или процесса одновременно пытаются выполнить операции чтения или записи к общим ресурсам без должной синхронизации. В данном случае в процессе A у нас был компонент PuCoda. Он проверяет наш ввод и готовится выполнить команду dismiss true. В то же время у нас в фоне работает процесс B, который мониторит состояние сим-карты. И если сим-карта была разблокирована, то отправляется команда на переключение фокуса на KeyGuard, то есть на второй слой, на ввод основного пин-кода телефона. Состояние гонки случился именно в этот момент. Фоновый процесс B срабатывал на долю секундочки быстрее. Он успел переключить активный слой на KeyGuard еще до того, как вызов процесса A долетал до системы. И dismiss true в тупую закрывал второй слой, потому что не было никаких проверок, какой слой ему нужно закрывать. И именно из-за этой состояния гонки он и смог закрыть тот слой, который он не должен был закрывать. Эта уязвимость, если верить отчету от Гугла, была обнаружена и теоретически могла быть использована с 10-го андроида по 13-й. Но вот что интересно. Как же Google и залатала эту дыру? Неужели им пришлось переписывать кучу строчек кода и полностью менять свою архитектуру? Нет, решение казалось до идиотизма простым. Инженеры Гугла сделали то, что должны были еще сделать хрен знает когда. Добавить строгую типизацию и добавить больше проверок для сигналов разблокировки. Раньше метод dismiss был слепым и наобум закрывал вообще любой слой. Теперь же Google добавила в сигнатуру функции dismiss новый параметр, который отвечал за то, какой именно слой должен был быть закрыт. И только после того, как проверка была истинна, отрабатывал этот метод. Всего одна дополнительная проверка полностью исключала возможность использования race condition в каких-то плохих целях. Теперь, даже если фоновый процесс на долю секунды переключится на KeyGuard, функция dismiss не сработает, потому что проверка будет провалена. В итоге Google выплатила $70 тысяч за этот баг. И я вообще удивлен, как эта уязвимость не была обнаружена раньше, во время внутреннего тестирования тестерами Гугла. Эта хрень существовала чертовых 3 года. 3 года, вы издеваетесь? Еще, по словам Дэвида, его вообще игнорировали 3 месяца. И ему пришлось топать в офис Гугла и прям буквально доказывать, насколько эта ситуация является критической. И только тогда они соизволили пофиксить это дерьмо. Ну, мне ж нужно какую-то мораль типа подвести, да? Пусть мораль будет такой. Даже если у тебя на телефоне стоит 1000 паролей, все зашифровано и вообще все по фэншую, помни, что из-за одной логической, какой-то микромиллиситической ошибки может все пойти по пизде. Всего из-за функции, которой пользуется очень малое количество людей и которую не соизволят достаточно хорошо тестировать. Всегда, запомните, всегда ставьте последние патчи безопасности и пытайтесь, по крайней мере, использовать последнюю версию операционной системы. Если производитель твоего говнофона забил на его поддержку, то добро пожаловать в мир кастомных прошивок. Кстати, если хотите видосик по кастомным прошивкам, он будет, подписывайтесь там, пишите в комментариях, что хотите. Сделаем. Вот, короче, моя телега. Тут спасибо этим прекраснейшим спонсорам, которые меня поддерживают. Если хотите больше таких подобных видосов в таком формате, то дайте этого в комментариях. Контент в кайф, давай больше такого. Короче, вы поняли, что писать, да? Вам вещал Диабло, и это была уязвимость, которая стоила Гуглу $70 тысяч. Новый проект Overlord KD1 TCP Trivey Handshake кибероружие. Overlord угроза. Новый проект Overlord наноробот, встроенный в ботнет для тета бот эксплойт антидос от Overlord на квантово-физико-математическом уровне Big Bypass СССР спецслужбы DOS SWAT суда apt install обсек DOS. Новый проект Overlord по захвату Сиберпедии Легит PSШ суперсекретная разработка Elite Stress Botnet цивилизация by Overlord KD1.